төменірек түсіруге болмас шамалы. Сәлем достар. Баршаларыңызды YouTube арнасында көргеніме өте қуаныштымын. Бұл менің туған күн мәселесіне орай ұйымдастырып отырған жалпы ең алғашқы рет тікелей эфирде сіздермен тіл табысып жатқан жайым. Сол себептен баршаларыңызды көргеніме қуаныштымын. Қызықты сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Ұялмаңыздар, қысылмаңыздар. Если у вас будут интересные вопросы, можете задавать, не стесняться. Сегодня у меня прекрасное настроение. Постараюсь угодить вам с ответами. Постараюсь ответить на ваши любые вопросы. Окей? От всей души хочу поблагодарить всех почитателей моего творчества за то, что вы со мной, за то, что вы сегодня меня прям поздравляете с утра до вечера с днем рождения. Пожелать вам хочется всего самого наилучшего, счастья. То, что вы все мне сегодня пожелали, я в ответ, в свою очередь, хочу пожелать вам всего того же самого. Вы благодаря поддержке, благодаря вниманию в мой адрес, вы невольно осчастливили не только моих родителей, но и всех моих друзей, и всех моих земляков, казахстанцев. И за это я хочу вас поблагодарить от всей души и признаться вам в любви в очередной раз. I want to say a lot of thanks for all my fans around the world for your support and your love. Thank you very much. If you have any questions, you can ask. I can try answer for you. Thank you very much. Love you very much. Мен негізінде қазір мына сұрақтарды оқып үлгере алмай жатырмын. Сол себептен қасымыздағы Сабина есімді қыз бүгінгі сұхбатымызды мен ойымды толыққанды жеткізу үшін қазақшадан ағылшыншаға аударып отыратын болады. Как отметили день рождения дети? Енді бұл менің Астана қаласында атап өтіп жатқан ең алғашқы туған күнім. Соңғы бірнеше жыл туған күнімді мен шетелде өткіздім. Соңғы 3 жыл Қытайда тұрдым. Енді қазір бір шаңырақтың астында, ошақ басында ата-анаммен бірге, туған туыс, дос-жаран бауырлармен бірге атап өткізіп жатырмыз. Бірақ енді бір асып-тасып ұлан-асыр той жасап жатқан жоқпын. Өйткені менің кішкене табиғатыма жат. Үйде жай ғана ең жақын достарым келіп құттықтап кетіп жатыр. Ата-анаммен күшілеп, өзіміз отырып, шай ішіп, солай отырмыз. Родители чудо, дейді. Спасибо большое. Вот, я тоже в свою очередь хочу поблагодарить своих родителей. Горжусь ими.
горжусь тем, что у меня такая замечательная мама, замечательный отец, замечательная бабушка и, конечно, замечательный дед. Сестренка с братишкой — это вообще отдельная тема. Я благодарен судьбе за то, что мои родители оказались очень умными людьми, и они по сей день, несмотря на то, что мне сейчас уже 26 лет, по сей день подсказывают мне, что и как быть с теми или иными проблемами в жизни, и поддерживают меня, порой иногда прям учат как маленького ребенка. Ну, я считаю, это мое счастье, которым меня наделил Аллах. Как себя чувствует старший дед? Старшие себя чувствуют замечательно, хорошо. Можно сказать, что вы поспособствовали к этому, благодаря тому, что они стали свидетелями того, что меня поздравляют с днем рождения мои почитатели со всего мира. Они радуются, конечно, к этому, и они очень счастливы, за что я вам очень сильно благодарен. Вот. So, Dimash has spent 3 years in China, and now he's celebrating his birthday with his family and friends and the closest ones, because he prefers to spend his time with his close family and friends. And also he said that his parents and grandparents are really happy because they see that everyone supports him, and also they see all of your congratulations and wishes. That is why they are very happy. Yes. How about sound quality? Димаш, қашан үйренесің дейді. Енді білмеймін, енді оны айтпаймын. Айтқым келмейді. Өйткені ол менің өзімнің жеке өмірім. Сол себептен айтпеңіз. Көре жатармыз. Алла тағаланың қалауымен болады ғой барлық нәрсе. Чья идея прямого эфира? Ол ең алдымен менің ұсынысым. Это моя идея была изначально, потому что я привык к тому, что каждый свой день рождения я отмечал ежегодно в кругу родных, в кругу фанатов. И сегодня не должно быть исключения, потому что даже несмотря на то, что сейчас в мире творится карантин, мы подошли к этому вопросу немного оригинально. Сделали прямой эфир, чтобы пообщаться наконец-то с вами. Вот. Хаттырақ айтып отыр негізінде. Сәл-пәл естісін. So this was his idea to make live sessions on Instagram and YouTube, because now it is a quarantine, and that is why he used to celebrate his birthday with his fans and family, but today we are living in quarantine. That is why the only way to speak with you is to make these live sessions through the internet. So many questions. Oh my god. Вы как-то на репетиции пели песню Over Here.
Это песня, если не ошибаюсь, французского композитора, моего друга Флавиана, который работал с такими мировыми артистами, как Селин Дион, Лара Фейбен. Но не знаю по какой причине, просто взяли и потом отложили в сундук эту песню. Есть очень много песен, которых мы записали, сделали аранжировку, и потом в итоге я по каким-то причинам не захотел их выпускать. Не знаю, я просто оставил их на лучшее время. Наверное, так, как так, да. So there is a song called Over Here, written by Flavian, a French composer, but it wasn't released, and he doesn't know why, just because there are actually many songs that weren't released, but he thinks that they will be released in better times, maybe. Контракты с продюсерами, лейблами. Ну, многие почитатели моего творчества со времен еще проекта I'm Singer в Китае, они знают о том, что у меня есть контракт, да, с компанией BG Talent, с пекинской компанией BG Talent, с кем мы уже сотрудничаем на протяжении последних 3 лет. Вот. Ну, как-то так. Но несмотря на все это, я все еще остаюсь в творческом плане и вообще в плане личного характера я абсолютно свободен. И там даже если в будущем мы будем подписывать и другие там контракты, то я все еще уверен в том, что я буду абсолютно свободным человеком. Вот. So everyone is asking about contracts and cooperations, and now everyone knows that he is cooperating and working with the Chinese company BG Talent. So anyway, in terms of music and his work, he wants to be free and to make everything by his own. көптеген шетелде менеджерлер, агенттермен бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Сол себептен көп уайымдап жүрген жандарға айтарым, уайымдамаңыздар, бәрі өз орнында, бәрі де дұрыс келе жатыр деп ойлаймыз. So he works with many agents and managers around the world. However, for those who are worrying about his music path, don't worry. Everything is all right, and everything goes as it should go. My dad really love your wonderful voice. Thank you very much. Say hello for your dad. Thank you very much. Димаш, сіз Латын Америкасына келесіз бе? Әлбетте, жоспарда бар. Тек қана Латын Америкасы емес, сонымен қатар басқа да көптеген елдердегі мен тыңдармандармен қауышу сәтін
тағатсыздана күтіп жүрміз. Мына ауыр індеттің алдын алып болғаннан кейін деген қалай еді, қолымда тұрған сияқты. Бәрі мына карантин аяқталғаннан кейін бұйырса мен сіздерге қайтып ораламын концерттермен бірге. Сол кезде кездесетін талай сәттер туады деп ойлаймын. So, of course, he will come to Latin America in future, and not only to Latin America, because he wants to meet you, his fans again. And yes, so after this hard period ends, he believes that he will meet you again and conduct concerts around the world. Тимаш, скажи, как ты таким скромным? Ну, не знаю, я даже не считаю себя слишком скромным, по идее. Я просто, не знаю, веду себя естественно. Я понимаю, что многие почитатели моего скромного творчества любят меня идеализировать, но на самом деле я такой же, как и все. Такой же обычный пацан, 26-летний, ну уже мужчина, не пацан. Вот. Который тоже, в свою очередь, допускает какие-то ошибки. Может наговорить лишнего, может чувствовать, может быть раздраженным, может быть радостным. В принципе, я самый обычный парень, просто стараюсь вести себя естественно. Вот. Как-то так. So he doesn't think that he is modest, but he tries to act naturally, because also some people love to idealize Dimash. However, he says that he is a human as well as you, and the same human who can make mistakes or feel angry or he has the same emotions as you have. So he just tries to be natural. Yes. Димаш, какой твой любимый фильм? Не то чтобы я прям сентиментальный, но мне нравится фильм «Титаник». Потому что, во-первых, мне очень понравилась сама идея и понравился подход к снятию этого фильма. То, что великий режиссер Джеймс Кэмерон выложился максимально по полному. Я очень уважаю его это качество. Он ради фильма стал океанологом, начал заниматься погружением в воду. И он, кстати, кажется, если не ошибаюсь, побил мировой рекорд 11 тысяч километров, если не ошибаюсь. И то, как раскрыл образ Леонардо Ди Каприо, то, как сыграла Кейт Уинслет, это тоже стоит отметить. Я сейчас говорю, как будто прям большой кинокритик, но на самом деле я как простой зритель был очень удивлен. Тем более в то время это вообще прям
когда не было мощной компьютерной технологии. Это считалось очень-очень круто. И спустя даже почти 20 лет я пересмотрел недавно этот фильм и понял, что Джеймс Кэмерон все-таки сделал неубиваемый шедевр. Вот. И, кстати, фильм «Терминатор» тоже очень сильно понравился. И все фильмы, связанные с Джеки Чаном, я был с детства большим фанатом Джеки Чана. Вообще, make new style, comedy action movie. Ну, красавчик вообще. So, his favorite movie is Titanic. Though Dimash is not so sentimental, he loves this film because, first of all, James Cameron, the director of Titanic, made an amazing, huge work. For example, he became an oceanologist, and he started to dive into the ocean, and if Dimash is not mistaken, then he broke the world record in order to make this film. That is why it is amazing. And also he revealed the characters of DiCaprio and Kate Winslet very well. Also, Dimash loves Jackie Chan's movies because they are they include like new style, yes, and technologies. No. Are you nervous? Little bit. Димаш, когда приедешь в Астану? Ну, сейчас, во время карантина, я сейчас нахожусь в Астане. До этого, несмотря на то, что я в основном последние 3 года находился и жил в Пекине со своей командой PG Talent, но я очень часто прилетал в Астану, чтобы побыть со своими земляками, со своей семьей и с родными. Конечно, это, во-первых, одухотворяет человека, дает какой-то стимул, наполняешь себя прям большой энергией и приступаешь к новым проектам, к новым работам. Поэтому для меня очень важно находиться в Казахстане, несмотря на то, что сейчас в основном у меня выступления в Азии, там, в Европе, в Америке, в России. Но я тоже стараюсь по большей части находиться в Астане, в Казахстане. Вот сейчас уже 2 месяца подряд я не то что никуда не выезжаю и не вылетаю, я из дома почти даже не выхожу. Ну, выходили, конечно. Как же без этого? С пацанами собираемся иногда, с моими друзьями. Не в большом количестве. Вот. Как-то так. И для меня очень важно, еще раз повторяюсь, для меня очень важно побольше находиться в Казахстане по возможности, несмотря на то, что у меня очень много работы за рубежом. Вот. Как-то так. Now he is in Astana, but last 3 years he lived in Beijing in China. But even when living there, he often visited Astana because meeting his parents and friends and relatives motivates him to achieve better results and gives him some power. Now, for 2 months, he has been sitting at home. Sometimes he goes out with his closest friends, to meet just the small companies. And even if he has many concerts abroad, he never forgets, and he always wants to go back to Kazakhstan to meet his family.
Your English is very, very good. I can understand every single word. Don't worry about your accent. We love it. Thank you very much. Thank you very much. Really. Uh, I'm simply man, but but my English really better than before. Your English Just is yes, just only 2 years ago, I know only my name is Dimash and finish. Not very good, but not good, but little bit better, little bit No, better. it's good. Thank you very much. Быстро пишет. Димаш, смотришь реакции в Ютубе на себя? Честно говоря, стараюсь смотреть, но я не могу делать этого с удовольствием, потому что внутри меня какой-то этот перфекционист Тимаш говорит о том, что вот сейчас настанет момент, где ты там накосячил, а он сейчас будет смотреть этот момент. И из-за этого я, в принципе, не очень часто смотрю. Но стараюсь смотреть. Вот. Honestly, he tries to watch video reactions to his on YouTube, yes, and Yes. but however he doesn't feel like pleasure when watching that videos, but because when watching them, he always thinks about what these people might notice, for example, a little mistakes, because he wants everything to be perfect. Так. Любимые книги, спрашивают. Я начинающая вокалистка, что ты можешь посоветовать всем тем, кто только начинает свой путь как музыкант? Честно говоря, я не такой уж большой советчик. И просто у каждого человека своя жизнь и своя история. Но я хотел бы пожелать вам, во-первых, набраться терпения, потому что в жизни раз на раз не приходится, иначе все бы стали певцами, актерами или представителями других профессий, о которых они мечтают. Просто хочется сказать, чтобы вы верили в свои силы и не переставали заниматься, потому что, как вы понимаете, вокал — это в основном спорт, и математика тоже. Поэтому надо постоянно учиться и тренироваться, учиться и тренироваться. Даже несмотря на то, что вы проделаете, даст Бог, 30 лет на сцене, проработаете еще 40 лет на сцене, вам по-любому придется постоянно заниматься и держать свои голосовые связки в форме, в тонусе. Поэтому это в основном труд. Как-то так. Занимайтесь, верьте в себя. У вас все получится. So he says that he is not a big advisor, but anyway, he recommends you to be patient because it's not that easy. Otherwise, everyone would become singers or actors or
someone else. So he recommends you to practice and to study because music and vocal is the mixture of sport and math, we can say like that. And even if you sing at the stage, for example, for 40 years, you anyway you need to practice and to study more. Какое самое волнительное для вас было выступление? Их было очень много. Честно говоря, я даже не могу припомнить, перед каким выступлением я вообще не волновался. Такого, мне кажется, не было. Я по сей день перед каждым выступлением волнуюсь, переживаю. И считаю, что это нормально, так и должно быть, потому что все-таки это ответственность перед публикой. Просто так выходить нельзя. Надо чувствовать ответственность, уважать зрителей, несмотря на возрастные категории, будь это молодые девочки или взрослые люди. Поэтому я всегда перед выступлением волнуюсь, но особенно сильно волновался, если взять мои недавние выступления. Конечно, I'm Singer. Это первый тур I'm Singer, где я реально волновался, потому что это был проект для звезд китайского шоу-бизнеса. Там были большие артисты Китая, которые проработали на сцене большой срок. Вот. И я был единственным неизвестным на тот момент артистом, которому приходилось заявлять о себе, использовать этот единственный такой красивый шанс. Вот. Перед песней СОС, перед первым туром я волновался, конечно. Но я не показывал. Потому что не следует показывать этого. So Dimash says that he worries before every performance because it is a great responsibility to perform in front of a public. However, the most exciting and worrying one was the project which was called I Am a Singer in China. So there were many great singers and composers, well-known composers and singers who participated in that project, and Dimash at that moment was not so well-known. That is why he needed to show himself to the public. That is why he worried very much. However, he didn't show it because he thinks that you shouldn't show your worries to people. Тимаш, с кем бы вы хотели выступить дуэтом? Наверное, это Селин Дион. Может, это даже немного нескромно звучит, но я считаю, что Селин Дион одна из самых больших и самых достойнейших звезд мира, так же, как и Майкл Джексон, так же, как и Бочелли, так же, как и Паваротти, так же, как и Джеки Чан, так же, как и Ди Каприо. Уважаю людей, которые, несмотря на трудности в жизни, несмотря на то, что у них все с одного раза не получалось, они не сдавались и шли вперед, чтобы достичь поставленных задач. И в итоге они стали большими мастерами. Для меня профессиональная составляющая, конечно, это очень важно, но
первую очередь я стараюсь полюбить там какого-то артиста или другого медийного персонажа, с кем я лично не знаком. Я всегда старался их полюбить за человеческие качества. Там, конечно, я тоже смотрел их интервью разные, старался узнать о них побольше. И в итоге с теми людьми, с кем мне удалось встретиться после проекта I'm Singer, с большими легендарными звездами мировой поп-культуры и мировой кинематографии. Они в жизни на самом деле оказались очень простыми людьми, и поэтому они стали легендами, я так считаю, потому что Бог все видит, и народ это чувствует. Джеки Чан, допустим, в жизни оказался самым обыкновенным, простым человеком, несмотря на то, что он уже является большой живой легендой. Селин Дион, мы лично не встречались, но у меня есть знакомый, который работал с Селин Дион. Он тоже говорил о том, что она является очень-очень простой женщиной. Я даже не удивляюсь, потому что человек, достигший такого профессионализма, в принципе, мне кажется, он не может быть плохим человеком. Или, в принципе, иногда бывает так, что, в принципе, такой большой профессионал, но на самом деле, как человек, не очень. Так тоже бывает, так что не буду зарекаться. Вот. Лара Фабиан, большая артистка, большая певица, тоже очень простой человек. Бочелли, с кем мне удалось выступать на концертах не раз, тоже оказался очень-очень простым человеком. И я еще, будучи маленьким ребенком, очень любил творчество Андрея Бочелли и всегда мечтал с ним встретиться. И наша первая встреча прошла в Азии. Когда я подошел к нему, его жена говорит: Андрея, вот Димаш подошел, типа он хочет с тобой поздороваться. И я даже не успел представиться, и Бочелли такой: о, Димаш, я рад тебя видеть. И так далее. Начал говорить свои хорошие, теплые слова в мой адрес. Мне было очень-очень приятно от того, что мой кумир, которого я с детства люблю, так тепло отзывался обо мне. И это прям реально действительно окрыляет, дает толчок, стимул. И это еще раз говорит о том, что человек, несмотря на все свои достижения, он не имеет права возносить себя до небес. Он должен в душе всегда оставаться простым человеком. Певческая деятельность или деятельность актера — это просто твоя работа. На самом деле мы все люди, мы все должны понимать о том, что рано или поздно нам всем, абсолютно всем придется либо покинуть сцену, либо покинуть эту жизнь вообще, в конце концов. Так что надо себя вести достойно, стараться, по крайней мере, к этому. Но без ошибок тоже не бывает. Мы все люди, да? Ирики, как вы думаете насчет этого? Думаю, правильно. Да. Дорогие друзья, вот Ерлан Бекчурин, можно вас подойти? Попросить подойти? Вот, Ерлан Бекчурин хочет поздороваться с вами. Всем привет, добрый вечер. Ерлану огромное спасибо. Рахмет үлкен. Рахмет үлкен. Туғаным құтты болсын. Үлкен рахмет. Қай тілде жауап беретінімізді түсінбей қалдық қой. Бір қарасақ ағылшынша сөйлеп жатырмыз, бір қарасақ қазақша, орысша. Бәрінің
көңіліне қарап үлгергіміз келіп жатыр. Енді көп қазақ бауырларымыз, жерлестеріміз түсіністікпен қарайды деген ниеттеміз. Қазақша мына эфирде кішкене аз сөйлеп қалғанымызға кішкене өзім де уайымдап қалып тұрмын. Өйткені біз қазақтың әрбір азаматы, өздеріңіз білесіздер, қонақжай халық. Мына алыстан ат терлетіп шетелден қонақтар келген кезде бәрімізде жанымыз салып тұрып сол кісілердің тілінде сөйлеуге тырысамыз. Ол біздің кеңдігімізді, қонақжайлығымызды көрсетеді. Сол себептен мен Қазақстанда қазір мына карантинде үйде отырғандықтан қонақтарымызға солардың тілінде жауап беруге тырысып жатырмын. Сол себептен айып етпессіздер егер де қазақша аз сөйлеп қалған болсам. Бірақ тағы да бір қайталап өткім келеді. Мына сәтті пайдалана отырып барлық менің тілеуімді тілеп, Димаш дегенде жан шүберекке түйіп отыратын ақжаулықты аналарымызға, Асқартау әкелерімізге, қарагөз қарындастарымызға, қыз балаларға, бауырларымыз, ағаларымызға шын жүректен басымды иіп тұрып алғысымды білдіргім келеді. Өйткені мен шетелде жүргендіктен Астанаға келгенде енді негізінде отбасыммен болу үшін келем. Бірақ достарыммен бір сәл көшеге шығып сергіп қалайық деп анда-санда қаланы аралап қайтатынымыз да бар. Сол кезде жерлестерімізбен жолығып қалған кезде, қауышып қалған кезде ақ тілектерін жаудырып жатады барлығы. Сол себептен осыншама үлкен құрмет көрсетіп жүрген барлық қазақ еліне, мен жерлестеріме шын жүректен мың қарте рахмет айтқым келеді. Сіздер маған деген бата берулеріңіз арқылы менің ғана емес, үйдегі үлкен, ең алдымен үйдегі әжеміз бен атамызды көкке көтеріп жатырсыздар. Ол кісілер қартайған шағында кәдімгідей бала шағы уанып сіздердің әрбір жазған жылы лебіздеріңізге аман болсын деп тілеулеріңізді тілеп отырады. Сол себептен осыншама ықыластарыңызға, пейілдеріңізге үлкен рахмет. Ата-анамды, ата-әжемді бақыт еткендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сол, енді тағы да бір-екі сұрақты қарап жіберейік. Димаш, сіз испан тілінде ән айту туралы ойлайсыз ба? Көптеген латындар білгісі келеді. I'm not sure, but I don't know. Maybe I think we need try. So there was a question about who do you want to sing with, and Dimash said that he wants to sing with Celine Dion because she is a legend. She is one of the well-known artists and respected artists who achieved great results. And also he spoke about different people who are, we can say that they are legends, for example Jackie Chan or Lara Fabian or Andrea Bocelli, and he says that they are simple and modest, because when you achieve such great results you shouldn't be arrogant, you should be simple. And he also remembers his first meeting with Andrea Bocelli in Asia. Bocelli's wives introduced Dimash to Andrea, and he was very open and transparent, and Dimash was amazed by his simplicity and modesty. And yes, he says that we should realize that music is just a work, so we shouldn't be arrogant. We need to realize that once we will go out of the stage, that is why we should keep every moment and be simple. Yes. Жаман айтсың, жаман.
Енді Андрей ағамыз туралы біраз жақсы әңгімелерімізді айтып тастадық. Андрей Бочелли ағамызбен ең алғаш кездескен сәтімізді жаңа еске алып отырмыз ғой. Ол кісімен мына біз Пекин қаласында, қателеспесем, Пекинде жүргенде таныстық. Үлкен Азия елдерінің карнавалы деп аталатын. Жоқ, Азия елдерінің емес, Азиялық карнавал деген үлкен концерт. 100 мыңға жуық көрерменнің алдында Пекин Олимпиадасының ашылуы болған жерде өтті сол концерт. Енді Андрей Бочелли ағамыз бала кезімнен бері мені өнермен баурап алған кісі. Мен бала кезден бері ол кісінің өнеріне тәнті болып өстім. Барып амандасайын, сәлем берейін деп бардым. Сол кезде ол кісінің жұбайы: сәлеметсіз бе, Димаш, қалыңыз қалай? Өте қуаныштымыз сізді көргенімізге деп сөйтіп айтып жатты. Қазақша сөйлейді екен десең, әзіл. Енді әрине ағылшынша айтып жатыр ғой. Соның соң Андрей аға да бірден: о, Димашжан деп, қалың қалай, өте қуаныштымын сенімен қауышқаныма. Италияда жүргенде сенің өнеріңді ең алғашқы рет жаңағы теледидардан ба, интернеттен ба көрдім деп, өте ерекше бағамды берем. Жарайсың, алға баса бер, талма, көп еңбектене бер, саған қатты тәнтімін деп айтқан кезде енді жүрегім лөпілдеп тұр. Аққуым әнінің шығу тарихын айтып берсеңіз дейді. Аққуым әні сомдық енді оған тарихы деп. Ол әнді Орал Байсеңгір деген ағамыз сөзін жазған болатын, Аймұрат Мәжікбаев деген ағамыз әнін жазған болатын. Ол кісілер менің ағатайымның, яғни әкемнің үлкен кісінің баласы болғасын сол ғой енді. Сол кісілердің өте жақын, бала кезден бері етене араласып бірге өскен достары, әлі күнге дейін араласады, әлі күнге дейін дос. Сол кісілердің сол 20 жас шамасында шығарған әні енді Орал аға сөзін кереметтей қылып жазған, Аймұрат аға әуенін кереметтей қылып жазған. Сол өзіме қатты ұнайтын бала кезден бері сол ән. So the history of the song, which is called Aquam, My Swan, this song was written by Орал Байсеңгір. Lyrics by Орал Байсеңгір and the music by Аймұрат Мәжікбаев. Yes. Самый необычный подарок от Dears. Не знаю даже. Каждая встреча с вами для меня уже большой подарок, вы понимаете? Это уже огромное счастье. И каждый раз, когда я вижу вас, эмоции зашкаливают просто. Как-то так. Очень сильно вас люблю. Вот. The most unexpected present from fans, from Dears. Actually, all presents were very exciting, and the most important present is seeing you, because he feels happy when he sees you.
Алда жоспарлар, планы. Конечно, по окончанию карантина в первую очередь я должен завершить мировой турне Арнау, который мы начали, и по стечению обстоятельств нам пришлось прервать ее. Но, несмотря на это, я все еще надеюсь на то, что после карантина мы все-таки продолжим и отыграем все запланированные концерты, и плюс к этому еще добавим новые страны. Вот. Надо просто посоветоваться с моими представителями из разных стран, как мы можем реализовать все это так, чтобы было все на хорошем уровне. Вот. Так что наверное, даже в некоторых странах мы можем дать и не один концерт, наверное, целых два, да? Иногда так бывает. Вот как было в России, в Кремле. 2 концерта подряд. Мечты, мечты. Вот видите, на самом деле, почему-то многие думают, что Димашу так легко и прям везет в жизни. На самом деле, это да, везет очень сильно, но при этом это требует очень долгих процессов, размышлений и оригинальных подходов к решению многих больших вопросов, таких как организование концертов, промоушена концертов, работа с командой и работа над творческой деятельностью, промоушен в странах Азии, промоушен в странах СНГ, Европы, Америки. Мы, не покладая рук, трудимся над всем этим, и пока есть энергии, пока есть возможности, хочется добиться хороших результатов. Для кого-то может это показаться чистолюбием, но на самом деле это просто элементарная мечта. И, конечно же, все мы хотим достичь своих целей, о которых мы мечтали с детства. И я благодарен Аллаху за то, что в моей жизни все складывается так, как я мечтал об этом в детстве. Я безмерно благодарен Аллаху, Создателю, за то, что в моей жизни оказались все те мои друзья, которые сейчас рядом со мной находятся, за то, что мои родители меня до сих пор направляют, несмотря на то, что мне 26 лет, по жизни советуют, что и как делать, и в некоторых проблемах вообще советуют, как избегать их. И, конечно, у меня тоже своя голова на плечах, но у них-то опыта больше. Вот. Ирланд сейчас мне напоминает о том, что сейчас уже прошло ровно 55 минут. Но ничего, я завелся только. Вот. И, конечно же, я благодарен бабушке и дедушке. Надо отдать должное и сказать о том, что моя бабушка в далеком 99-м году, когда мне было всего лишь 5 лет, несмотря на то, что у нее болели ноги, до сих пор болят, у нее неизлечимая болезнь ног, она, несмотря на это, каждый день возила меня в школу и забирала меня оттуда в музыкальную школу. Вот. Мне повезло с педагогами, мне повезло с родителями, мне повезло с друзьями, мне повезло с вами. Мне повезло то, что я все-таки сумел воспользоваться подаренными свыше шансами. И все так хорошо обернулось. И
все быстро так закрутилось, завертелось. И в итоге сейчас, во время карантина, у меня появился шанс проанализировать все то, что мне удалось сделать на протяжении моей карьеры. Сейчас думаю и довольствуюсь тем, что я имею, и, конечно же, буду стараться работать над тем, чтобы добиться еще большего успеха. И вот хочется в очередной раз сказать о том, что я с детства мечтал о нашей встрече и очень скучаю по вам. Многие почему-то спрашивают меня: вот, Димаш, тебе же всего лишь 26 лет, ну зачем ты читаешь столько морали, там, лекций, философствуешь? Я все это делаю не от того, что я считаю себя слишком умным или там, по каким-то другим причинам. Просто мне этого хочется. И каждый человек должен уметь рассуждать и ставить какие-то жизненные приоритеты. Для кого-то материальные ценности важнее всего, для кого-то моральные ценности. Надо определиться, чего ты хочешь вообще. И в этом выборе мне помогли родители. Вот. Моральные ценности ценить научился и до сих пор учусь, потому что жизнь — это сплошная учеба. И стараюсь вести себя естественно. Я хотел заранее ответить всем тем зрителям, которые идеализируют меня, которые говорят, что Димаш, ну ты молодец, простой и так далее. Ну, хочется воспользоваться этим моментом и сказать о своих минусах. Они есть. Потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Вот. Я веду себя абсолютно как и все пацаны, как и все ребята. Ну, конечно, стараюсь придерживаться каким-то моральным понятиям. Вот. Насчет характера. Характер у меня в основном проявляется во время работы. Вот. А в жизни я дружелюбный, по идее. Вот, как-то так. И самое главное помнить о том, что в жизни раз на раз не приходится. И рано или поздно все это закончится. Конечно, хочется, чтобы мне еще удалось пропеть несколько лет, возможно, несколько десятков лет. Но как распорядится Аллах нашей судьбой, так и будет. Поэтому этот момент я хочу использовать для того, чтобы подарить вам кусочек любви. Если удастся кого-то осчастливить, то непременно я буду стараться сделать это еще раз. Огромное спасибо вам всем за то, что поддерживаете мое скромное творчество, за то, что любите меня, мою семью. Я всю жизнь к этому стремился, всю жизнь об этом мечтал и до сих пор благодарен вам за это. Вот. Сразу видно, что уже 26-й год уже. Вот начинаю, как взрослые люди, говорить очень много, очень долго. Как-то так. So now
I have everything and I want to achieve more, but it demands a huge work. Someone thinks that I'm lucky, but however, I need to work hard on organization and promotion and also cooperation. It's very hard. And all of us wants to achieve our own dreams and I have everything, my family, my listeners, my fans, and thank you all, and thank you to my grandparents and especially my grandma, who in 1999, when I was 5 years old, even though her legs were aching, she walked me to school, to musical school every day, and I am very thankful for her. And also thanks to quarantine, because during that time I analyzed everything and now I have plans for future and I want to achieve more. And since childhood I have been dreaming about meeting you, my fans. And also some people say that, for example, Dimash, you're only 26, why are you talking so philosophically all the time? But I think that a person should be determined to his own moral values, and a person should act naturally and behave naturally. And also I'm addressing this message to all of the people who thinks that I'm like an idol or a perfection. I also make mistakes. I'm perfection. It's a joke, ladies and gentlemen. I try to keep those moral values in my mind. And about my personality, I show my strong personality during work. However, I am very friendly in life. So it's not easy, and everything has its own end. Of course, Dimash wants to sing for decades, however, it's in Allah's hands. He decides what is going to be and what will be. Dimash just wants to give all his love to you. So many thanks for all of the supporters and fans, and many thanks for your love and support, your love for my family and me. And I was dreaming about it since childhood, so I'm really happy and blessed to sing for you. Жаман айттың ғой кәдімгі. Айтып тастады. Тағы қандай сұрақтарымыз бар екен? Когда ты вернешься в Китай, дейді. Енді пока не знаю, пока неизвестно. Сейчас карантин, и в Казахстане пока международные рейсы не открылись. Вот. Как-то так. Димаш, Кореяға қашан барасың? Кореяда өнер көрсеттім мен. Енді алдағы уақытта міндетті түрде Кореяға жеке концертіммен бару жоспарда бар. Өйткені Кореяда көптеген жақын араласатын продюсер достарым бар, әнші достарым бар. Бұйырса, алдағы уақыттың еншісінде. Димаш, ты такой классный парень, и никогда ничего не закончится. Мы с тобой навсегда. Спасибо! So he doesn't know when he goes back to China due to the quarantine, and also in his plans, it's in his plans to go to South Korea because there are many producers and composers and people to work with. That is why in the closest future, maybe.
М, Вы планируете сниматься в кино, дейді? Ай. Я не знаю, но были предложения, конечно. Продюсеры, которые работали с Джеки Чаном, с голливудскими звездами, предлагали. Вот. Но я не согласился на тот момент, потому что считал, что нельзя с бухты-барахты работать в этой сфере, хотя несмотря на то, что у всех оперных певцов есть академическое актерское образование, нас в колледже этому учили, но когда я учился в академии по классу уже эстрадно-джазовое пение, мы все-таки продолжали обучаться актерским азам, но я пока не знаю, насчет этого не совсем уверен, но в будущем посмотрим. И, пользуясь моментом, хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто был сегодня с нами. I want to say a lot of thanks for all my fans who listen my all. Абай әндерін қосасыз ба альбомыңызға, дейді. Енді Абай әндерін қосам ба екен мен альбомға? Негізі Абайдың әндері альбомда болып қалуы ғажап емес. Сол себептен ол да болашақтың еншісінде мен алдын кесіп жоспарламды айтуға қорқам, өйткені кішкене ырымға сеніп қалғанбыз, көп нәрсені айта бермейміз. Бірақ болашақта көріп қалсаңыздар, таңғалмаңыздар. Шын жүректен баршаларыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Бұл менің ең алғашқы рет тікелей эфир арқылы сіздермен тілдесуім. Тікелей эфирге шыққан кезде тек қана сахнаға шығып әнімізді айтып телеарналарда сөйтіп кетіп қалатынбыз. Бірақ бүгін әңгіме дүкен құратын мүмкіндік туды. Ол дегеніміз менің мына туған күнімде өз-өзіме сыйлық жасау болды. Сіздерді аз да болса бір кішкене көңілдеріңізді көтере алдым деген ниеттемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, ата-аналарымыз, бауырларымыз аман болсын. Әлемде бірлік, бейбітшілік, татулық болсын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерді шын жүректен қатты жақсы көремін. Енді алдағы уақытта карантин аяқталып, менің шетелде болатын концерттерімде кездесейік, одан кейін Қазақстанда болатын да концерттерде кездесейік. Жақсы күндерде жолыққанша аман болыңыздар.